Мариана Батце родилась в 2000 году в Сан-Паулу, Бразилия. Девушку описывают как очень кокетливую, общительную и жизнерадостную. В 2019 году в возрасте 19 лет Мариана изучала физиотерапию в университете и состояла в отношениях с парнем по имени Джефферсон. Джефферсон и Мариана были очень счастливы. У них было много общего, они оба очень интересовались общественными делами, неоднократно были волонтерами, а также очень любили помогать всем людям в их районе. С другой стороны, родители девушки были очень довольны этими отношениями и полностью приняли парня своей дочери. Еще одним очень важным человеком в жизни Марианы была ее лучшая подруга Элоиза. Они знали друг друга с самого детства, но в то время их дружба не была самой лучшей. Девушки разговаривали друг с другом, но не были так близки. С годами они становились все ближе и ближе, пока не перешли в среднюю школу и не стали лучшими подругами. Когда они закончили школу, каждая из них решила пойти по своему пути. Как мы уже знаем, Мариана изучала физиотерапию, а Элоиза решила изучать право. Но это не повлияло на дружбу девушек. Они всегда находили время, чтобы увидеться друг с другом, ездили в поездки и всегда заботились друг о друге. Мариана любила следить за своей фигурой, у нее была очень сбалансированная диета. Она занималась несколькими видами спорта, а также ходила в спортзал. Занятия в спортзале она делила со своей лучшей подругой, и каждое утро девушки ходили на тренировки. Они выходили из дома очень рано, обычно в 6 часов утра, так как между 8 и 9 утра они обе начинали свою деятельность. Элоиза работала, а Мариана училась, а также помогала родителям в некоторых других делах. Вторник, 24 сентября 2019 года не стал исключением. Девушки, как обычно, очень рано пошли в спортзал. Хотя первые часы утра прошли для всех очень спокойно, этот день не будет похож ни на один другой. Ни для Марианы, ни для Элоизы, ни для семьи Батца. Потому что в этот день Мариана исчезнет. Как я уже говорил, в тот день все было вполне нормально. По словам Элоизы, они увиделись рано, разговаривали, тренировались и шутили, как обычно. А в 8 утра решили закончить тренировку и разойтись. Элоизе нужно было идти на работу, а у Марианы была назначена встреча в мэрии, чтобы доставить документы. Она хотела пойти домой, чтобы принять душ, прежде чем идти в это место, поэтому девушки быстро попрощались, но не успели уйти. В тот момент, когда Элоиза уже села на мотоцикл, она услышала, как мужчина с другой стороны улицы кричит на Мариану. Этот человек сказал ей, что у нее спустило колесо на машине. Элоиза слезла с мотоцикла и пошла посмотреть, что с ее подругой. Как оказалось, мужчина предлагал свою помощь в замене колеса, но она отказалась. Из рассказа о его действиях можно понять, что этот человек предлагал Мариане помощь 4 раза. И во всех 4 случаях она ему отказала. После того, как девушка не захотела принимать помощь, мужчина ушел. Но перед этим сказал, что работает охранником на участке, который находится в другой стороне спортзала. В конце он добавил, что если им что-нибудь понадобится, он будет на другой стороне улицы. Мариана несколько раз звонила отцу, и когда он ответил, он сказал ей, что в данный момент не может ей помочь. И лучшее, что можно сделать, это отвезти машину в автомастерскую и поменять колесо. Шина на самом деле была не так уж и спущена, поэтому девушки предположили, что Мариана сможет проехать значительное количество километров без каких-либо проблем. По крайней мере до тех пор, пока она не отвезет машину в эту автомастерскую. Девушки договорились встретиться в 10 часов утра в автомастерской своего знакомого. Элоизе нужно было быстро ехать на работу, и в 10 у нее был перерыв, поэтому они договорились на это время. Элоиза попрощалась, села на мотоцикл и уехала. По словам девушки, она не видела, как Мариана села на свое транспортное средство и уехала.
Но так как она торопилась, ее это не очень волновало. В 8:34 утра того же дня Мариана отправила сообщение подруге и своему парню Джефферсону. В этом сообщении была фотография. На ней Элоиза смогла опознать того же человека, который ранее предложил им помощь. Было видно, что машина стоит на грунтовой дороге, и именно этот человек меняет колесо. Мариана сказала Элоизе, что она приняла помощь от этого человека, но они все равно должны встретиться в 10 часов утра в автомастерской, потому что она хочет, чтобы кто-то с большим опытом проверил ее машину. В 10 часов утра Элоиза приехала на место встречи, но подруги там не было и никто ее не видел. Тогда она позвонила ей, но ее телефон был выключен. Подруга начала беспокоиться, потому что шло время, а Мариана все еще не появлялась. Она была очень пунктуальной девушкой. Когда у нее была назначена встреча, она всегда приходила даже на 10 или 5 минут раньше, чтобы не заставлять другого человека ждать. Элоиза позвонила Джефферсону. Парень тоже ничего о ней не знал, и последнее, что он получил от нее, была фотография этого человека, помогавшего ей с шиной. Они попытались связаться с родителями девушки, но те тоже ничего о ней не знали. Затем Элоиза поговорила со своей матерью, которая работала в мэрии, и попросила ее узнать, пришла ли Мариана к назначенному времени. В течение нескольких минут женщина сделала несколько телефонных звонков коллегам, и в конце концов узнала, что девушка не пришла в назначенное время. Из-за этого Элоиза попросилась на работе уйти пораньше и пошла в спортзал. Там она начала спрашивать людей, не видели ли они Мариану, но никто не смог дать ей реальную подсказку, где может находиться девушка. Она хотела пойти к тому человеку, который подошел к ним этим утром, поскольку думала, что возможно он сделал что-то плохое с ее подругой, но побоялась идти одна. Поэтому Элоиза стала спрашивать в ближайших магазинах, не разрешат ли ей посмотреть камеры наблюдения, но все отказывались. Ей сказали, что если она хочет посмотреть эти записи, то должна иметь при себе ордер полиции. Было уже 11 часов утра, когда родители Марианы решили пойти в полицию и заявить о ее пропаже. Увидев все это, полиция решила, что действительно начнет ее искать. Они пошли в спортзал, зашли в магазины, которые были рядом, и взяли там записи с камер. После этого офицеры допросили Элоизу, которая была последней, кто ее видел. Они также допросили отца Марианы, потому что он был последним, кто говорил с ней по телефону. И на основании всего, что они сказали, полиция попыталась собрать воедино историю того, что могло произойти, и сопоставить ее с данными с камер наблюдения. На камерах наблюдения вы можете увидеть Элоизу, Мариану и этого мужчину, личность которого на тот момент не была известна. Полиция подтвердила, что все, что сказала Элоиза, было правдой, и девушка ни разу не солгала, поэтому ее отстранили от расследования. Отца Марианы тоже отстранили, а ее парня даже не рассматривали в качестве подозреваемого, потому что в то время он работал и очевидно не мог пойти туда и сделать что-либо с девушкой. Кроме того, у них была отправлена ею фотография человека, который чинил ей колесо, и они сосредоточили все свое внимание на нем, поскольку он фигурировал на видеозаписях с камер наблюдения и разговаривал утром с девушками. Через несколько часов после того, как Мариана была объявлена пропавшей, ее машину нашли примерно в 40 километрах от города. Автомобиль был брошен на заправочной станции. Внутри него офицеры обнаружили следы грязи и небольшие ветки кустов. Снаружи машина выглядела так, будто ее отвезли в какой-то грязный лесной массив, что Мариана никогда не делала. Она обычно не ездила в такие места и тем более на своей машине. Когда полиция начала расследование, они запросили записи с камер наблюдения на заправке. На них было видно, как мужчина оставил автомобиль брошенным. Было неясно, кто он, но по его телосложению они решили, что это может быть тот самый мужчина, который утром разговаривал с девушками. И именно в этот момент они стали считать его главным подозреваемым.
Вскоре его опознали как 37-летнего Родриго Алвеса. Они отправились к месту, где работал Родриго. Они постучали, но никто не открыл дверь. Тогда офицеры подумали, что мужчина уже сбежал, поэтому позвонили владельцам этого места. Им сказали, что на самом деле Родриго начал работать охранником около 3 недель назад, и они наняли его, чтобы сделать некоторые малярные работы внутри. Эти люди сказали, что у них нет возможности с ним связаться. Помимо всего этого, полиция выяснила, что Родриго уже сидел в тюрьме за различные преступления сексуального характера, а также за грабежи и другие преступления. Он вышел из тюрьмы всего месяц назад, когда все это произошло. Поэтому поиски Марианы, а теперь и Родриго, поскольку он был главным подозреваемым, приобрели жизненно важное значение, так как он был человеком, который уже имел опыт очень жестокого поведения. Через день после исчезновения девушки 25 сентября 2019 года в 60 километрах от города Родриго был арестован. Несколько человек видели его поблизости и сообщили властям. Также бразильская полиция имела несколько офицеров, охранявших всю территорию возле заправки, где был брошен автомобиль. И этот человек находился относительно недалеко от этого места. В качестве неофициального заявления было сказано, что во время ареста Родриго признал, что убил Мариану. Но когда его доставили в полицейский участок для дачи первых показаний, он сказал, что это ложь, что арестовавшие его офицеры избили его и заставили это сказать, и что на самом деле это не он убил Мариану. Родриго заявил, что девушка действительно была изнасилована и убита, и даже назвал местонахождение ее тела, которое находилось на поле сахарного тростника, но сказал, что это сделал не он. Мужчина рассказал историю, которую бразильская полиция назвала выдуманной. Он утверждал, что ему заплатил некий Хуан, чтобы он избавился от девушки, а Родриго, в свою очередь, заплатил другому человеку, чтобы тот отвез Мариану на поле, где он работал, а затем изнасиловал и убил. После этого мужчина снова ему заплатил для того, чтобы он избавился от тела. Как я уже говорил, это заявление полицейские назвали выдумкой, они не верили ни единому слову. Единственное, что офицеры приняли за правду, это то, что этот человек избавился от тела Марианы на поле сахарного тростника. Они поняли, что именно Родриго избавился от тела не только потому, что он бросил машину на заправочной станции, но и потому, что та же камера, которая зафиксировала его разговор с девушками, запечатлела автомобиль Марианы, выезжающий с территории, где он работал. Полиция решила, что за рулем была не Мариана, по той простой причине, что в тот день на ней были фиолетовые спортивные штаны. А камера показала, что человек, который был за рулем, не был одет в фиолетовые спортивные штаны. Поэтому они считают, что это действительно был Родриго. На следующий день был проведен обыск в том месте, где, по словам мужчины, он оставил тело Марианы. Были привлечены собаки и сотни офицеров, и наконец тело девушки было найдено. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти было удушение, и что Мариана также подверглась сексуальному насилию. ДНК Родриго Алвеса было найдено на тело девушки, и уже с этой ДНК мужчина не мог отрицать, что это именно он изнасиловал и убил Мариану. При всем этом мужчине было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве Марианы Батца, а также в дополнительных преступлениях, таких как ограбление, поскольку вещи девушки так и не были найдены. Просматривая камеры наблюдения, показания Родриго и показания Элоизы, полиция более или менее составила хронологию того, что произошло в тот день. Они считают, что этот мужчина уже видел девушек, так как они ходили в спортзал каждый день примерно в одно и то же время, и он уже работал там 3 недели. Тем утром он проколол шину Марианы, а затем ждал, пока она выйдет. Когда девушка вышла, Родриго настаивал на своей помощи, и, как мы уже знаем, она наконец согласилась. Мариана припарковала свой автомобиль возле его места работы, и мужчина начал чинить шину.
Как только он закончил, он напал на девушку, изнасиловал ее, убил и положил ее на заднее сиденье автомобиля. Затем Родриго поехал на поле сахарного тростника и выбросил тело Марианы. 25 августа 2020 года состоялся суд над Родриго, на который пришли несколько его соседей и дали показания. По их словам, Родриго был странным человеком, и когда он поселился рядом с ними, они не очень хорошо его приняли, потому что с первого дня он был очень конфликтным. Постоянно кричал на женщин, ругался с соседями и все в таком духе. Когда суд закончился, его признали виновным и дали 40 лет тюрьмы. Предполагалось, что он получит только 30 лет. Но ему дали еще 10, потому что у него были отягчающие обстоятельства. Он уже совершал другие преступления и был человеком, только что освободившимся из тюрьмы. Поэтому он представлял реальную опасность для общества. Ему было 37 лет, когда все это произошло. Через 40 лет ему будет уже 77. И для судьи это был возраст, когда он думал, что если он выйдет на свободу, то уже не будет представлять опасности. Или, может быть, даже не доживет до этого возраста. Семья Марианы была очень довольна приговором, вынесенным этому человеку. Срок по бразильским законам довольно большой, и они говорят, что чувствуют, что справедливость восторжествовала в отношении их дочери. Никто не предполагал, что в то утро, когда Мариана вышла из спортзала, она встретится лицом к лицу с человеком, который лишит ее жизни. И она не думала об этом, когда принимала помощь этого незнакомца. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылки на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся.